Меня кинул сын бывшего верховного судьи Латвии. И вместе со мной еще 20 человек. Суммарно более чем на 6 миллионов евро, которыми он еще и поучаствовал в афере всеевропейского масштаба. Сможет ли и, главное, захочет ли система европейского правосудия привлечь мошенника к ответственности? Моя задача сделать так, чтобы захотела и смогла. Об этом данное видео. О том, как произошел кидок, я рассказывал в своем первом ролике. Ссылка на него есть в описании. Вкратце, Арманд Гулинс, сын бывшего верховного судьи Латвии, а ныне действующего сенатора Андриса Гулинса, при посредничестве и под гарантией гражданина России и Израиля Дмитрия Байкова, выманил у меня и моих партнеров суммарно более 6 миллионов евро на сделки по купле-продаже индустриальных масел в Евросоюзе, оказавшихся не маслами, а дизелем с добавками, который Гулинс и его подельники из Польши, Болгарии, Литвы и ряда других стран продавали тысячами тонн по всей Европе без уплаты акцизных сборов. Это я выяснил в ходе собственного расследования, которое проводил в последние несколько лет. В ходе него же я обнаружил, что сын латвийского судьи замешан еще в ряде мошеннических схем, в том числе и у себя на родине. По итогам я обратился в правоохранительные органы Италии, Болгарии, Польши, Мальты и Латвии. Итальянцы пригласили меня в посольство, где мне удалось передать документы целому генералу из Гвардия ди Финанса. В Италию шел очень большой поток масла и даже было арестовано несколько цистерн с продуктом, анализ которого показал, что это не масло, а дизель. Но тогда стараниями Гулинса дело было замято. Но надеюсь, что теперь расследование возобновят. Болгария разыскала меня сама. Несколько недель назад в дверь позвонил участковый, который сказал, что ему необходимо взять у меня объяснение по запросу болгарского МВД, поданному через Интерпол. Ого! Подумал я, работает система взаимодействия правоохранительных органов разных стран. Медленно, со скрипом, но работает. Ну, я дал все необходимые объяснения и надеюсь, что вскоре там будет возбуждено уголовное дело. Из Польши мне пришла официальная повестка на допрос в качестве свидетеля по 2 уголовным делам, уже возбужденным по факту мошенничества с безакцизным дизелем и организацией НДСных каруселей. Я, не раздумывая, решил ехать, понимая, что мои показания однозначно помогут следствию, хотя близкие пытались меня отговорить, опасаясь возможных провокаций. Но я все-таки поехал, дал подробные показания, и теперь Арманд Гулинс является фигурантом этих дел. В интересах следствия я не буду разглашать подробности, скажу только, что допросы проходили по всем правилам, под протокол, с присяжными переводчиками и с подписанием документов об ответственности за дачу ложных показаний. И, кстати, представляете, в Варшаве перекопан почти весь центр, кладут плитку на тротуары. Видимо, подсмотрели у нас, что ли, этот опыт. Или, может, у кого-то другого посмотрели, как вы думаете? Ну, это было смешно, конечно, видеть. Ну и как раз перед вылетом из Варшавы домой я получил запрос на документы от следователя с Мальты, которому поручили провести доследственную проверку. Причем тут Мальта, спросите вы, а при том, что в своих махинациях с топливом Гулинс активно использовал мальтийскую компанию Om Holding Limited. А что же Латвия? Ну, история с Латвией тянется уже больше года и, откровенно говоря, заслуживает отдельного ролика. Я думаю, что я его все-таки запишу, но немного позднее. Вкратце скажу, что государственная полиция Латвийской Республики трижды отказала мне в возбуждении уголовного дела против Арманда Гулинса. Первые 2 отказа мне удалось обжаловать в прокуратуре. В 3-й раз мне это сделать не удалось. Прокуратура отклонила мою жалобу без возможности обжалования. Ну а тот факт, что Гулинс-младший фактически украл у принадлежавшего нам предприятия 10 гектаров земли по фиктивному договору займа, в счет обеспечения которого им была заложена эта земля, а потом уничтожил все улики, был напрочь проигнорирован латвийскими правоохранителями и прокурором. В комментариях к первому видео меня просили показать документы, подтверждающие факты мошенничества. Мол, без них это все пустой звон. Пожалуйста, вот вам пример. Эти бумаги подтверждают, что Арманд Гулинс изъял у бухгалтерской компании Quests, которая ввела нам бухгалтерию в Латвии, все документы по нашей фирме SIA Mežrauzīte, у которой была украдена земля. И сделал он это в январе 2019 года, спустя полгода после того, как был уволен из нашей фирмы. Почему их ему отдали? Ведь не имели же права, а потому что директор этой компании близкая подруга жены Гулинса Дианы, на которую, кстати, Арманд ранее оформлял многие свои фирмы. И все эти фирмы также, кстати, вела компания Quests. Возвращаясь к отказам.
Честно говоря, от латвийского правосудия я другого и не ожидал, с учетом статуса отца, кинувшего нас мошенника. Но есть какая-то надежда на ответ генпрокурора, в принципе, я ему тоже направил копию, но она очень слабая, если так быть откровенным. И что же делать, спросите вы? Мое мнение, надо обращаться в Евросоюз. Но тут, дорогие друзья, мне нужен ваш совет. Как вы считаете, сможет ли европейское правосудие повлиять на коррупцию в отдельно взятой стране и принудить ее правоохранительные органы привлечь мошенника к ответственности? И куда, на ваш взгляд, имеет смысл обращаться в моем случае? В какие органы ЕС? Я уже думал об этом и накидал себе примерный список организаций, но хотел бы также посоветоваться и с вами. Буду очень благодарен за ваше мнение и советы в комментариях. Да, и кстати, огромное вам спасибо за ту поддержку, которую вы мне оказали с моим первым видео. За ваши очень позитивные и воодушевляющие комментарии, за лайки, за огромное количество просмотров. Я очень рад, что многие из вас искренне желают мне победы и в этой, мягко говоря, нелегкой борьбе. Сделаю все возможное, чтобы оправдать ваше доверие. Если было интересно, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал, чтобы первыми узнать продолжение этой истории.